Всем привет! Вы на канале Вкусно, просто и бюджетно. Сегодня я буду выпекать пирожки с вишней из дрожжевого сдобного теста. Для теста нам понадобится мука 500 грамм, молока 250 миллилитров, сахара 170 грамм, ванильного сахара пакетик, дрожжи 20 грамм, 3 яйца, масло сливочное 50 грамм и растительное масло 3 столовые ложки. Также вишня для начинки. В глубокую посуду вливаем 250 мл молока, добавляем 1/3 чайной ложки соли, 170 грамм сахара, то есть 6 столовых ложек. Размешиваем, крошим дрожжи 20 грамм, размешиваем. Затем добавляем ванильного сахара пакетик. Вбиваем 2 яйца, 1 яйцо оставляем для смазки. Тоже хорошо все размешиваем. Вливаем 3 столовые ложки растительного масла и 50 грамм растопленного сливочного масла. Постепенно добавляем муку, пересеянную через сито. Всю муку сразу не добавляем, оставляем где-то ложек 5, чтобы потом вымешивать на столе. Вот где-то до такой вот консистенции размешиваем и накрываем пищевой пленкой и ставим на отстой в теплое место на час. Я нагрела кастрюлю воды и поставила сверху на кастрюлю где-то до 50 градусов. Оно у меня стояло час, и вот такое оно у меня стало пышное. Немножечко ложкой его подмешиваем. Посыпаем стол мукой и вымешиваем на столе. Вымешиваем минут 7, хорошенечко его вымешиваем. Когда уже тесто не будет прилипать к рукам, но будет еще мягкое, мы убираем лишнюю муку и смазываем поверхность стола растительным маслом, руки хорошенько смазываем и подмешиваем руками еще на растительном масле. Хорошенечко его можно вот так вот побить об стол, затем смазываем миску растительным маслом и еще ставим минут на 20 его подойти. Тоже в теплое место. Вот такое оно у меня стало. Оно быстро уже второй раз подходит. Выкладываем на стол. Сильно его уже не будем месить. Вот так немножко подомнем и раскатываем в небольшую колбаску. Поверхность стола я смазала растительным маслом и делаю вот такие шарички. У меня получилось с этого теста 14 шаричков. Я накрыла их пленкой и дала им еще минут 10 полежать. Все готово. Можно делать пирожки. Вишня я в описании опишу, как я делала. Чтобы она не вытекала из пирожков, я ее немножко проварила. Накладываем на центр лепешечки. Пирожки я буду формировать треугольной формы, поэтому я сейчас склеиваю края до центра, затем поднимаю противоположный край, склеиваю, заворачиваю края, хорошенечко склеивайте, чтобы при выпечке сок не вытекал. И переворачиваю склеенным концом и кладу на противень. Таким образом я проделываю со всеми пирожками. На противень у меня поместилось 9 пирожков, оставшиеся 5 лепешек я накрыла пищевой пленкой, сверху накрыла салфеткой. Пока эти пирожки будут выпекаться, я подготовлю оставшиеся 5 пирожков. Яйцо я взбила и смазала сверху пирожки. Дала им еще 10 минут отстояться на плите. Затем отправила в духовку разогретую до 180 градусов на 25 минут. И вот такие они получились у меня румяные, нежные. Тесто очень пушистое, мягкое и нигде ничего не вытекло. Рекомендую приготовить по этому рецепту. Кому понравились мои пирожки, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита и до новых рецептов!